Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. Эта часть дневника примечательна тем, что с помощью нее можно узнать, как немецкие дивизии отходили на свои запасные позиции. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Ну а мы начинаем. В 17:00 смена командного пункта дивизии, переезд его в Воронец. Оборонительные бои продолжались до 18:30. Противник на протяжении дня многократно атаковал на участке 17-го пехотного полка, 3 раза на участке 12-го пехотного полка и 2 раза на участке 82-го пехотного полка. Атаки производились силой до батальона, при мощной артиллерийской поддержке и поддержке большого количества танков. Максимальное количество танков достигало на одном участке 22 штуки. Все атаки были отражены, главная линия обороны прочно удерживалась нами. Во взаимодействии всех видов оружия было подбито 40 танков. Командир дивизии в 20:00 донес в штаб корпуса. В образцовом взаимодействии всех видов оружия дивизия приняла выдающееся участие в сегодняшнем оборонительном успехе. При этом ни одна часть не отставала от другой. Правый сосед в 10:00 полностью удержал главную линию обороны. Левый сосед, который на протяжении дня отражал прорвавшийся противнику, ночью оставил Самодуровку и занял позиции вдоль дороги севернее Самодуровки. Противник находится во врагах южнее отметок 250.2, 237.4, 220.5. Мы оставили Красовку. Это частично было бешеным бегством и оставлением при этом множества убитых и раненых, оружия и снаряжения. На протяжении дня наблюдалось ведение подразделений противником, а именно выгрузка мотопехоты и танков. Командование дивизии ожидает продолжения наступления противника следующим днем. Чтобы разбить противника на исходных позициях, командование дивизии в 22:50 приказало 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку следующее. Надо ожидать продолжения наступления противника 16 июля. Чтобы помешать приготовлениям противника, 16 июля в 2 часа ночи следует совершить огневой налет из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. В 23:10 телеграмма 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку, а также 31-му саперному батальону и 31-му батальону связи. При нарушении проводной связи донесение немедленно передавать по радио, не дожидаться устранения разрывов. Пехотные полки должны доносить не менее 1 раза в час. В связи с тем, что противник сумел прорвать немецкую оборону севернее и восточнее Орла, командование 9-й армии было вынуждено оттянуть фронт армии назад на исходные позиции, чтобы получить возможность изъять силы для ликвидации прорыва противника. В 17:30 был получен приказ командования корпуса об отходе. В 24:00 части получили приказ командования дивизии об отходе. Дивизия должна удерживать занимаемые позиции 16 июля, несмотря ни на какие атаки противника, и отойти на вторую линию обороны только в ночь с 16 на 17 июля, а в ночь с 17 на 18 июля на старые позиции. 16 июля 1943 года. Перед участком 82-го пехотного полка ночью наблюдалось значительное движение, и был слышен дизельный шум танков. Кроме этого, перед участком дивизии ничего особенного не наблюдалось. Утром наблюдалось оживленное движение перед левым крылом. 10-й батальон в развернутом порядке выдвинулся в пальцеобразный овраг северо-западнее Красовки. Противник такой же силы вступил в Красовку. В 11:45 две роты пехоты с 8 танками с отметки 234.8 атаковали 1-й батальон 12-го пехотного полка. Атака была отбита. В 13:50 противник силой до батальона предпринял атаку против 82-го пехотного полка, нанеся главный удар при поддержке танков на правом фланге. Для ослабления давления на этот полк командование дивизии в 14:10 приказало открыть огонь из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. Огонь артиллерии концентрируется на Красовке. Против участка 82-го пехотного полка на протяжении второй половины дня последовало еще 3 атаки с силой до полка при поддержке сильного артиллерийского огня, танков и штурмовиков. Командование дивизии приказало вести огонь всей артиллерии дивизии по Красовке. Артиллерийский штаб поддержал частями корпусной артиллерии.
В 16:20 массированный огневой удар всей дивизии. 82-й пехотный полк отразил все атаки противника с большими для него потерями. С 19 часов никаких атак противника. Однако наблюдались новые приготовления. Правые и левые соседи на протяжении дня также были атакованы. У левого соседа противник сильными атаками вклинился на отдельные участки. Контратакой положение было восстановлено. Противник в безуспешных атаках понес значительные потери, которые он, однако, восполнил за счет дальнейшего введения резервов. Командование дивизии считает, что противник будет продолжать свои атаки, в особенности, когда обнаружит наш отход. Командир дивизии в 14:00 вторично приказал командиру 82-го пехотного полка держать при отходе теснейшую связь с левым флангом. Ударной группе приказали принять все меры для обеспечения левого фланга. В 15:30 командир ударной группы еще не был информирован об отходе. Командир дивизии немедленно установил связь с 4-й танковой дивизией. Отход начался планомерно. 82-й пехотный полк в 20:30, 12-й пехотный полк в 21:30 и 17-й пехотный полк в 22:00. Перед тем, как 12-й пехотный полк оставил свои позиции, противник снова атаковал 2 ротами и 15 танками на участке 3-го батальона. Атака была отбита, 10 танков было уничтожено. 17-й и 82-й пехотные полки заняли промежуточные позиции. 12-й пехотный полк достиг Воронца и должен в 20:00 17 июля занять окончательные позиции вместе с 10-м егерским батальоном. Движение на марше прошло без препятствий. Арьергард начал отход на 3 часа позже и достиг второй линии обороны с последними частями в 2 часа ночи. Изготовились к обороне на новых позициях. Установили связь с правым и левым соседом. Боевые передовые части выдвинуты к южной опушке леса Гнилец и деревни Гнилец. Приказ командования дивизии на продолжение отхода отдан частям в 21:45. Танковая рота 4-й танковой дивизии в 20:00 вышла из подчинения дивизии и отошла к 4-й танковой дивизии. Во время оборонительных боев 16 июля было уничтожено 20 танков. Противник атаковал передовые посты 17-го пехотного полка в 5 часов утра, 82-го пехотного полка в 6 часов утра. Они отошли на главную линию обороны. Атака противника через лес Гнилец на север была в 17:00 отражена 17-м пехотным полком. Противник нажимал на все участки дивизии. В 10 часов утра командир дивизии обсудил с начальником штаба корпуса вопрос о дальнейших действиях дивизии и выразил мнение, что 17-й пехотный полк нуждается минимум в 3-дневном отдыхе. Начальник штаба уведомил, что возможно немедленное введение в действие полка на правом фланге дивизии. Командование корпуса, однако, хочет при любых обстоятельствах попытаться найти 3 дня для отдыха 17-го пехотного полка. В 10:00 был издан приказ командования дивизии с границами нового участка и разграничительными линиями дивизии, а также указаны новые позиции. В 11:15 утра командир дивизии донес командиру корпуса, что в результате тяжелых и кровопролитных боев, которые дивизия вела с 5 июля, физические и психологические возможности частей значительно снизились. При дальнейших беспрерывных действиях, как до сих пор, они могут выдержать только 1-2 дня. Дивизии нужно 1000 человек пополнения, при этом с достаточным количеством офицеров и унтер-офицеров. Командир дивизии донес командиру корпуса, что, по его мнению, исходя из создавшихся обстоятельств, Орловская дуга должна быть сдана. В 13:30 командир дивизии донес об изготовке 2 рот во враге юго-восточная Гнилица. В 13:40 противник атаковал на правом фланге 82-го пехотного полка. В результате потери командира роты противнику удалось стеснить наше правое крыло назад. В 16:40 после успешной контратаки положение было восстановлено. Действия артиллерии и авиации противника были очень эффективны. Бомбардировщики и штурмовики совершали повторные налеты на бреющем полете на передовые позиции и тыловые части дивизии. Противник усилился в южной части леса Гнилец и во враге южнее Гнилец. Он подбросил на автомашинах пехоту и орудия. Южнее Гнилец наблюдение заметило 16 танков противника.
Командование дивизии считает возможным дальнейшее сильное давление противника и продолжение его атак. 10-й егерский батальон в 20:00 вышел из состава дивизии и отошел к 47-му танковому корпусу. В 20:00 начался второй отход. Арьергарды отошли в 12 часов ночи. У противника полное спокойствие, и движения на марше прошли беспрепятственно. На старой оборонительной линии заняли позиции. Справа 12-й пехотный полк, слева 82-й пехотный полк. В резерве остался 2-й батальон 82-го пехотного полка. С 20:00 укрепляли оборону. 17-й пехотный полк также остался в резерве. У правого и левого соседа отход также прошел беспрепятственно. 4-я танковая дивизия выведена. Левым соседом теперь является 6-я пехотная дивизия. На этом сегодня все. Конец второй части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.